Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, наши родные! Сегодня мы хотим поговорить в тему нашего прошлого видео, которое мы записали совсем недавно, о том, что очень многие люди откликнулись на наше видео с названием «С какой ты планеты родной?». И до сих пор, что удивительно для нас, продолжаются живые отклики. Люди переписываются друг с другом. Очень многие люди пишут о том, что до сих пор вот они уже прожили больше половины жизни или половина жизни прожита, и до сих пор они чувствуют это одиночество, и до сих пор в их жизнь так и не пришла родная душа. И сегодняшнее видео как раз мы записываем в эту тему, потому что поняли, что это очень важно, что на самом деле родная душа нужна каждому человеку. Просто у каждого она своя. И сегодня мы будем об этом говорить. О чем тут, собственно, разговор? Кто-то может спросить, ну, родная душа, что тут особенного можно такого говорить? Родная и родная. На самом деле в этом вопросе есть очень много путаницы, есть очень много чего-то такого фальшивого, непонятного. И вот хоть немного принести какую-то ясность мы хотели этим видео. Действительно, в последнее время очень популярен термин «близнецовая половинка». Очень многие говорят о родственных душах, кто-то говорит о кармических партнерах, кто-то еще употребляет какие-то термины, звездные пары и так далее. Очень много путаницы. И мы уже говорили о том, что большинству людей не нужны эти термины, большинству людей нужна именно их родная душа, то есть тот человек, который будет по-настоящему им близок по духу, тот человек, который будет по-настоящему их понимать, тот человек, на кого откликается их душа. Вот это и есть родная душа. У каждого человека есть душа, и у каждого человека есть потребности души. И одна из основных потребностей – это иметь таких людей, которые тебя по-настоящему поняли, иметь настоящие отношения, когда неформально «привет, как дела» и тому подобное, когда люди не подбирают все время слова, когда люди не хитрят, не обманывают друг друга для того, чтобы как-то подстроиться под отношения, а тогда, когда люди совершенно естественно, открыто, легко и очень приятно общаются, когда вы встречаете такого человека, который близок вам по духу, очень близок вам по духу, тогда ваша душа сама раскрывается, и вы очень часто хотите ему рассказать все-все-все о своей жизни. А ваш ум, может быть, даже вам говорит, что, наверное, нужно быть поосторожнее, ведь этот человек тебе пока не знаком, и ты не знаешь, кто он. Но вот ваша душа раскрывается, и вы хотите ему все рассказать. Вы хотите ему поведать о всей своей жизни. Ваша душа почувствовала, что встретила свою родную душу. Это настоящие отношения. Но это не всегда для того, чтобы вы создали семью, для того, чтобы вышли замуж, женились. Это не всегда так. Мы понимаем, что основная потребность людей, которые, в частности, будут смотреть это видео, встретить именно этого человека, спутника жизни. И это, конечно, очень-очень важная тема. Но вы можете встречать свои родные души, которые не предназначены вам судьбой для создания семьи. А эти родные души предназначены для чего-то другого. Они могут быть предназначены для вашего духовного развития. Они могут быть предназначены для того, чтобы вы вместе делали какие-то проекты, вместе очень эффективно взаимодействовали. Родная душа – это очень широкий термин. Это не только ваша пара, это не только ваша половинка. Это гораздо-гораздо больше. На самом деле родная душа — это не обязательно человек противоположного вам пола и обязательно для создания пары. Вы можете встречать, если вы, например, женщина, вы можете встречать и мужчин родных душ, которые совершенно не предназначены, да, для создания вашего союза. Но также вы можете встречать и своих прекрасных подруг, с которыми у вас будет невероятное взаимопонимание. Вот ваши души, они могут просто общаться в одном потоке.
Не нужно лишних слов. Вы просто чувствуете друг друга на расстоянии. Вы просто понимаете друг друга на расстоянии, поддерживаете, даже когда вы не общаетесь. На самом деле у нас в группах, вот ВКонтакте, часто общаются те, кто уже находится в РД-потоке, кто уже встретил родных душ именно в наших группах. Они встретили друг друга, и вот они до сих пор общаются, обмениваются комментариями. И в этих комментариях прослеживается одна и та же нить, что связь родных душ поистине уникальна. Вы можете просто подумать об этом человеке, а он может находиться при этом за огромные тысячи километров от вас, и в этот же момент он вам что-то пишет. Вот просто подумали о человеке, не придали этому значения, и вдруг он вам написал: «Привет, как ты там, как у тебя дела?» Ну и так далее. Вот это и есть связь родных душ. Это буквально считывание друг друга, считывание общение на уровне душ, не общение на уровне ума, которое принято в социуме, да, вот эти вот реплики, фразы, как дела, там, да все хорошо, хотя на самом деле на душе кошки скребут, да, и проблем очень много, а родная душа, она вас чувствует, и даже если вы чувствуете себя плохо, пусть это будет ваша подруга, ваш друг, и даже если вы чувствуете себя плохо и общаясь со своей родной душой, вы вдруг чувствуете, как включается этот поток между вами, поток родственности ваших душ. И этот поток, он невероятно вас поддерживает и просто выносит сразу же из каких-то глубочайших слоев уныния, вот этих низких вибраций, выносит вас наверх, там, где есть любовь, где есть благодарность, где есть свет. Вот именно так работает феноменальная связь родных душ. Это может быть и ваша подруга, и ваш друг, и ваш любимый мужчина. Также родные души могут быть ваши близкие люди. Вот знаете, достаточно часто статистика показывает, что это бабушки или дедушки. Вот именно бабушки и дедушки, через их души к нам приходит кто-то очень близкий, кто понимает нас и поддерживает. В родителях часто это бывает сложно найти, но иногда бывает и в родителях приходят тоже родные души. Приходят через братьев, через сестер. И также через чужих, абсолютно чужих людей. Вы можете, например, не иметь брата и сестру в этой жизни, и всегда чувствовать вот эту неудовлетворенность, что у вас нет вот кого-то близкого и родного. Но вы можете встретить свою родную душу, например, в лице своей подруги, если вы женщина, или в лице друга, если вы мужчина. И вы можете чувствовать, что вы обрели свою сестру или брата. Вот просто у вас она есть теперь внутри, там. Вы не кровные родственники, но у вас четкое внутри ощущение, что вы родные. Вы невероятно родные, и ваша связь даже роднее бывает, чем у кровных родственников. Вот у казаков есть такой термин «кунак». Это самый-самый лучший друг. Это тот человек, который вам больше, чем брат. Это очень особенный человек. Замечательное название «кунак», да? А родная душа – это тоже что-то похожее. Когда вам встречается такой человек, с которым у вас моментально или очень быстро возникает настолько тесное, настолько сильное энергетическое, что вы даже ни слова не говоря друг другу, просто очень сильно друг друга поддерживаете. Вы просто встретились, не знаю, может быть, двумя-тремя словами перебросились или через интернет какими-то фразами, и вы чувствуете, что вы уже на подъеме, что у вас уже силы внутри поднимаются. Это феноменальная энергетическая связь. Феноменальная, потому что вот так вы просто с научной точки зрения и с бытовой точки зрения объяснить ее невозможно, но она есть, и она очень часто встречается. И есть масса людей, которые очень тоскуют по таким отношениям. Есть огромное количество людей, которые действительно жаждут встретить такого человека, или тем более такую группу людей, где бы они вот так вот взаимодействовали, без дополнительных объяснений, без подстраивания друг под друга, а именно по душам, именно глубоко энергетически взаимодействуя. Вы знаете, есть еще очень хороший термин «синергия». Это когда люди, или вообще не только люди в природе, это может быть все что угодно, друг друга усиливают. Вот люди собираются, и начинается взаимоусиление, такая энергетическая индукция. Еще вот в электротехнике есть такой термин. Да. Вот тоже это феномен родных душ. И есть люди, которым повезло, они рождаются в такой семье, где вот именно такие взаимоотношения. К нему так относятся, его так понимают, его так поддерживают.
Это огромное везение, и это очень редкий случай. Ну, допустим, сколько мы лет ведем нашу практику, с 12, ну, с 12 года, получается 8 лет, но, может быть, один-два раза нам встречались такие рассказы. В основном говорят диаметрально противоположно. Я родился как будто не в своей семье. Меня все время не понимают, что я говорю, надо мной либо смеются, либо называют меня ненормальным, сумасшедшим. Вот, к сожалению, очень часто встречается именно так. И такой человек, чувствуя одиночество, свое вот это экзистенциальное, духовное одиночество, он ощущает одновременно огромную жажду встретить свою родную душу. Сегодня очень популярный термин «близнецовые племена». Многие, наверное, слышали это, встречали этот термин. Также популярный термин «родственные души». И когда человек, его душа, точнее, жаждет встретить свою родную душу, и он может встретить этот термин, услышать этот термин «близнецовое пламя», он может подумать, что вот, мне нужно мое близнецовое пламя. Очень часто это ошибочно. Далеко не всем нужна их близнецовая половинка. Это очень трудный союз, очень ответственный союз. Это союз не для романтических отношений. Близнецовые племена встречаются не для того, чтобы пребывать в тихой гавани семейной, когда они будут рожать детей, зарабатывать деньги и добиваться успеха всяческого. Это совсем не так. Близнецовые племена встречаются для огромной работы. Это огромная работа над собой, духовная работа над собой. Колоссальная работа над отношениями, которая длится годами. На это готов и не каждый человек, далеко не каждый человек. Допустим, когда мы с Шанти встретились в 2012 году, мы совсем не ожидали, что нас ждут такие тяжелейшие испытания. Мы вообще не знали термин «близнецовые племена», мы искали именно вот, даже не то, что свою родную душу, искали своего мужчину, свою женщину. Да. И вот что интересно, когда мы с Андреем встретились, и у нас пошли вот эти феноменальные просто энергетические процессы, которые раньше можно было только представить, что это такое возможно, где-то в фантастических фильмах или в фантастических рассказах, а тут с тобой это все происходит наяву. Мы просто с Андреем искали описание, что же это такое, что с нами происходит. Мы понимали, что мы друг другу очень родные, что наши души настолько знают друг друга, но мы не знали, как это называется. Он говорил мне, что ты моя родная. Я говорила, что ты мой мужчина, с большой буквы «мой» и с большой буквы «мужчина». И когда мы впервые с ним встретили описание, мы были в шоке от того, что мы встретили описание это у одного просветленного йога в его книге, совершенно случайно, просто открыв страницу на нужном месте и прочитав нужный абзац. Андрей прочитал и просто был изумлен, позвал меня и сказал: слушай, читай, это про нас. Там было все очень четко с энергетической Да, точки зрения описано, что происходит. С энергией там было связано, про кундалини, как поднимается кундалини, в каких чакрах она проявляется и как называется эта связь. И с тех пор мы поняли, кто мы есть, что это за связь, и уже потом, чуть-чуть позже, встретили вот это название «близнецовое пламя». Я вообще его не люблю, честно говорю, потому что мне гораздо ближе божественный возлюбленный, потому что именно это и есть суть. Суть того, что вы когда-то были созданы Богом, две части одного целого. Вы созданы Богом, вы изначально божественные, вы возлюбленные друг друга. Так же, как, например, есть возлюбленный Бог Шива и его возлюбленная Шакти. Да, вот этот прекрасный союз. Ну ладно, мы не будем углубляться в эти термины, а поговорим. И вот что нас смутило в 2012 году, то, что после вот этой эйфории, этих космических переживаний, божественного единства, совершенно невероятных переживаний, вдруг наступили самые тяжелейшие испытания, которые только нам доводилось переживать в жизни. Мы были этим очень смущены и озадачены. Именно поэтому мы стали искать различную подробную информацию, что с нами происходит, почему происходит, но ничего подробного мы не нашли.
только общее описание. И вот на собственном опыте, во многом на собственном опыте, переживая это, потом создавалось учение о родных душах, что есть отношения между близнецовыми пламенами, они действительно очень специфические, мы это уже поняли на собственном опыте. Есть отношения между родственными душами, есть отношения между кармическими партнерами. Мы поняли, что это разные отношения, но они очень похожие, и очень похожие тем, что люди чувствуют вот это невероятное духовное родство. И что еще необходимо сказать о близнецовых пламенах? За все годы нашей деятельности, а я повторюсь, это 8 лет, нам встретилось, ну, где-то, может быть, десятка-два, максимум 3 тех людей, которые действительно близнецовые пламена. То есть это очень редкий случай. В общей сложности мы не 1000 историй знаем, встреч. Это очень много встреч. Очень много. Это были консультации, живые встречи, нам писали в письмах. И среди этого огромного количества всего лишь 2-3 десятка встреч с близнецовыми половинками. Остальные встречи это были очень много с родственными душами и еще больше с кармическими партнерами. Вот такая вот статистика. Это действительно статистика, потому что это много лет наших собственных наблюдений, работы в этой теме, очень скрупулезной работы, которая говорит именно о этом. Почему нужно об этом говорить? Потому что вот эта мода, можно так сказать, мода на близнецовые пламена, она во многом искусственная, искусственно раздута. Далеко не каждому человеку нужна встреча с близнецовым пламенем. Далеко не каждый готов к этой встрече. Готовности, как правило, нет к этой встрече. Люди совершенно не готовы. И происходит из-за этого очень большая драма, потому что люди ожидают совсем не то, что получают. Они ожидают одно, а получают совсем другое. Получают очень много работы, проработок, своих собственных проработок, проработок рода и так далее, и так далее. Я думаю, это невозможно даже рассказать словами, рассказать потому что многие видео. сейчас скажут, да, я тоже прорабатываю, на самом деле вы просто не знаете, что это такое, когда идет вот эта синергия двух партнеров, именно близнецовых пламен, и насколько там трудно. И одно дело, когда вы живете далеко друг от друга, и тоже происходят очень мощные процессы. А другое дело, когда вы вместе живете. Это совсем другое. Это гораздо тяжелее. Поэтому, если вы хотите встретить свою близнецовую половинку и воссоединиться с ней, то готовьтесь к колоссальным испытаниям. Колоссальным. Никакие слова тут не передадут. Но нужно об этом сказать. Мы немного уже даже углубились в эту тему. Наверное, мы посвятим отдельное какое-то видео этому, потому что нужно рассказать подробнее. Почему? Потому что, еще раз, вот эта мода на близнецовые пламена, она вводит человека в заблуждение, в иллюзии. Он совсем не то ожидает, то, что получает. Он к этому не готов. Это похоже на моду на просветление. Это то же самое. Ну, абсолютно не каждому человеку нужно идти к просветлению. Представляете, если бы все сразу просветлели на планете Земля или хотя бы 50%, что бы это было, да? Это невозможно просто физически. Вот это та же самая мода на просветление, как и мода на близнецовые пламена. Это просто такая фишка. И вот говорят. Смотрите, у вас есть глубинная потребность встретить свою родную душу, вы чувствуете свое одиночество, экзистенциальное, духовное одиночество. Вокруг вас может быть масса людей, у вас может быть много родственников, у вас может быть много всяких знакомых, но у вас экзистенциальное, духовное одиночество. Вы чувствуете, что у вас нет настоящего понимания, нет настоящего общения, нет настоящего взаимодействия с каким-то человеком. Вам нужна ваша родная душа. Именно родная душа. Не зацикливайтесь на термин «близнецовая половинка». Еще раз повторюсь, это нужно далеко не всем. Вы можете встретить свою гармоничную кармическую связь, гармоничного кармического партнера. И вы почувствуете, что вы этого человека знали всегда. Вы почувствуете подъем энергии, почувствуете тоже синергию, она не та, которую у близнецовых пламен, она совсем другая. Но тем не менее, это взаимоусиление. Это глубинное понимание, это глубокая поддержка друг друга, это ощущение счастья. Когда встречаются гармоничные кармические партнеры,
они чувствуют, что вот они нашли свое счастье, они нашли свою половинку, они нашли того человека, которого всегда искала, звала их душа. Это я просто передаю те слова людей, которые приходят очень часто на консультацию, они именно так рассказывают. У меня была личная встреча с гармоничным кармическим партнером. Я не был в таком восторге, как многие другие, потому что я чувствовал гораздо большую потребность. Для себя мне нужно было гораздо больше. Но я могу сказать, что это действительно очень приятное ощущение. Ощущение гармонии, ощущение понимания, когда без слов друг друга люди понимают, когда происходит такая поддержка, о которой многие только мечтают. В Это действительно повседневном плане. повседневно, это все на повседневном плане. Это действительно очень хорошая связь. Так вот, многие люди об этом мечтают, о такой встрече, но ее не получают. Многие люди не знают, как искать, как найти свою родную душу. Многие люди дезориентированы, что такое вообще родная душа. Вот поэтому мы решили сделать, наверное, целый цикл видео, в которых будем рассказывать о родных душах, о близнецовых пламенах, родственных душах, о кармических связях, о различных типах взаимоотношений, что при этом происходит. В сегодняшнем нашем видео мы хотим открыть такой цикл. Мы хотим сделать его очень интересным, этот цикл. Мы хотим сделать так, чтобы не только мы рассказывали, мы будем приглашать других людей, у которых есть встреча и с близнецовой половинкой, и с родственными душами, и с кармическими партнерами. И мы с удовольствием с ними побеседуем, и чтобы они вам тоже рассказали о собственном опыте. Такая наша задумка. Кстати говоря, мы планируем следующую нашу встречу сделать не совсем обычную. Может быть, потом мы расскажем об этом подробнее. Так что ждите следующей встречи. Она будет немножечко в другом формате, где мы будем рассказывать о родных душах. Да, ну и хотелось бы в завершении этого небольшого видео сказать о том, что не думайте о том, как что называется. Если вы чувствуете, что ваша душа очень требует понимания, да, чтобы ее поняли, чтобы ее услышали, идите на этот зов. Зовите своей душой этого человека в свою жизнь. И неважно, как он будет называться в терминах родных душ. Зовите того, кто поймет и почувствует вашу душу. И это самое главное. Многие могут задаться вопросом, ну вот хорошо, вы интересно все рассказываете, а конкретный вопрос, вот как найти свою родную душу? Как сделать так, чтобы встретился этот человек? Вы знаете, ответ коротким не получится. На самом деле ответ это достаточно длинный. И говорим мы об этом на обучающих курсах и на живых тренингах. Но тем не менее в этом видео мы хотим вам сказать, если вы хотите встретить свою родную душу, то первое, что вам нужно, это почувствовать свою собственную душу. Это сделать так, чтобы ваша душа начала постепенно раскрываться. Сделать так, чтобы ваша душа в вашей жизни начала занимать какое-то место. Чтобы она не просто была где-то в каком-то потаенном уголке, который иногда открывается, и вы чувствуете свою собственную душу, когда остаетесь наедине с собой, и когда об этом никто не знает, никто не видит. То есть вы такой вот, скажем так, закрытый человек, да? Чтобы встретить свою родную душу, вам нужно постепенно научиться раскрываться, открывать свою собственную душу. Вам нужно постепенно позволить себе мыслить и говорить так, как хочет этого ваша душа. По душе. Вот есть прекрасное русское выражение. По душе. Делать что-то по душе, говорить от души. Вот это нужно делать. Так говорить, чтобы ваша душа радовалась, чтобы ваше сердце пело. Или, по крайней мере, не говорить того, чего ваша душа категорически не хочет. Я могу сказать это по своему опыту. Андрей вот это говорит, и я знаю, что у многих возникнет вопрос, а как? Как это сделать? Ну, потому длинный разговор. потому что Так. есть люди, которые по природе очень закрыты и не могут проявить свою душу. Есть такое положение в гороскопе, когда человек внутри переживает бурю, у него там просто масса эмоций, впечатлений, а наружу не может он их выразить. Это положение такое в гороскопе. Бывает, с таким положением человек приходит в этот мир. И здесь никак невозможно просто перерубить какой-то канат, чтобы пошла эта энергия. Часто, кстати, случается встреча с родной душой, и человек
он просто себя не узнает, он делает такие вещи, он становится настолько свободным, что он просто смотрит как бы на себя со стороны и говорит: боже, что со мной происходит, я такого раньше никогда не мог сделать. Часто такой человек именно через встречу с родной душой начинает раскрываться, пробуждаться. И это вообще огромная тема. Но, наверное, если коротко, вот если коротко ответить, просто слушайте свою душу и не идите против нее. Не нужно врать там, где вам хочется сказать правду. Не нужно говорить что-то не то, если вам хочется сказать вот то, что у вас сейчас на душе. Вот это очень просто, но на самом деле в жизни это бывает сложно сделать. Нужно делать шаги. Нужно делать шаг, когда вы чувствуете, что вы хотели бы это сделать, но вот что-то внутри не позволяет. Вот Шанти сказала, есть такие положения в гороскопе, это квадратуры, которые не пускают человека, они как бы его консервируют. И вот человек для того, чтобы преодолеть эту проблему, должен делать эти шаги. Он как бы не может сказать, но очень хочет, и он говорит это. И вдруг он чувствует освобождение, он вдруг чувствует такой всплеск энергетический у него происходит. Это начинает постепенно пробуждаться его душа. Когда не только внутри он у себя это чувствует, но и начинает проявлять это снаружи. Быть более открытым, не стесняться, не бояться, что тебя сочтут каким-то не таким, что тебя не поймут. Ну, кто-то не поймет, а другие поймут. Это Вот вы знаете, вот в комментариях у нас под видео часто периодически люди пишут: да, вот я такой, как вы говорите, но меня никто не понимает. А потом кто-то в комментариях ему отвечает: ну я же тебя понимаю. Уже начинает возникать диалог. То есть кто-то открылся, кто-то сказал правду, кто-то сказал так, как есть, а другой его уже поддержал. Потом третий поддержал, потом четвертый со стороны смотрит, говорит: ну а что, и в принципе и я могу то же самое сказать. Сейчас гораздо проще, потому что есть пространство родных душ, которые уже создано, виртуальное пространство. Это наша группа ВКонтакте, это наш канал в Ютубе. Приходите туда, пишите, делитесь. Вас никто не видит, не знает, как вас зовут. Вам нечего терять, когда вы открываетесь. И кто-то может почувствовать резонанс с вашим комментарием и ответить на него. Да, но вот еще в тему тоже последних там комментариев хочется сказать, это не значит, что вы найдете себя именно в этом пространстве у нас в группах. Вы можете найти себя абсолютно в других группах, вообще не связанных с нашей тематикой. Это к теме, что вот мы говорим, что у нас, да, находятся родные души. Да, 90 с лишним процентов находится, но какой-то есть процент, что вы можете чувствовать нет резонанса. Значит, вам нужно идти дальше, нужно идти в другие направления и искать свое. Опять же, искать свое. Вот. И у вас уже есть огромный плюс. Когда мы только с Андреем встретились, до того, когда мы блуждали, искали тоже друг друга, у нас не было такого пространства, где можно было прийти, куда можно было прийти и написать о том, что мы чувствуем, о том, что мы ждем, к чему мы стремимся. А сейчас вы можете приходить в это пространство, приходить на наш канал «Родные души» в Ютубе, приходить в движение «Родные души» ВКонтакте, писать свои комментарии, участвовать в бесплатных мероприятиях, таких как РД-молитва. Она невероятно объединяет людей. Приходить на наши онлайн-занятия. Если у вас есть возможность приезжать на живые ретриты, и вот там вы почувствуете, сколько же на самом деле собирается людей, очень близких, очень родных по духу. Постоянно повторяет одну и ту же фразу и в комментариях, и в живых встречах, и в таких вот переписках. Постоянно повторяет одну и ту же фразу. Я думал, что я один такой, а оказывается, нас много. А на самом деле еще больше. Просто многие еще до сих пор молчат. Будьте открытыми, не молчите. Будьте такими, какие вы есть. Никто вас не укусит, ничего страшного не случится. Нужно просто делать этот шаг, и вы увидите, сделав этот шаг, ничего особенного не произойдет, мир не рухнет, ничего такого катастрофического не случится. Но делая шаг за шагом, вы будете приближаться к встрече со своей родной душой. Вы будете приближаться к своим. Наступит момент, когда вы поймете, что вы уже среди своих. Это будет великолепное, прекрасное ощущение. Итак, мы этим заканчиваем наше сегодняшнее видео, но говорим о том, что оно будет продолжаться. В следующих наших видео будет целый цикл, когда мы будем эти же самые темы освещать более подробно. Всего доброго вам, друзья. До встречи. До свидания.